Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я хочу научить тебя рисовать вот такую замечательную открытку к Дню Святого Валентина. Ну что, начнем. Для работы я заготовила формат открытки вот такой, это половина формата А4, разрезанный вдоль, и я согнула ее напополам. Вот так вот у меня получилось. Ну что, начнем рисовать. Все достаточно просто. Я рисую посередине вот такой воздушный шар в форме сердечка, а здесь внизу у меня будет корзинка. Вот так она на веревочках крепится, и корзиночка сама. Вот и весь эскиз. Ну а теперь начнем рисовать акварелью. Я заранее заготовила себе, развела вот такую жиденькую акварель голубого и розового цвета. И начинаю вот так заливать. У меня прямо мало цвета, много воды. Это нужно для эффекта акварели. Попробуй также развести себе, чтобы у тебя вот такой консистенции получился цвет. И вот так вот равномерненько мы это сердечко все будем заливать. Этот воздушный шар мы зальем вот так вот акварелью. Посмотри, какими движениями я выравниваю цвет. Вот такой у меня бледно-розовый получился шарик. А теперь я буду добавлять насыщенности там, где это необходимо. Возьму вот так вот и добавлю поплотнее цвета вот в этой области. Так, и вот здесь. Тут у нас будет тень. Когда это все подсохнет, это будет достаточно красиво, такими разводиками красивыми. Чуть-чуть поправлю. Так, будем рисовать облака. Посмотри, я беру на кисточку голубой цвет и просто на глазок рисую облако. Вот таким образом. И распределяю красочку так, чтобы где-то было темнее, где-то светлее. Чуть-чуть сниму краски здесь. И продолжу вот так вот рисовать следующее облако. Я подхожу к воздушному шару, но оставляю между ними промежуток, иначе цвет смешается и будет у нас все в одно целое. Так, вот такое у меня облако получилось. Тоже сверху сниму чуть-чуть цвета сухой кисточкой. Нарисую еще вот здесь облачко. Смотри, как красиво растекается краска. Также подсушила кисточку, и в верхней части все облачка я вот так снимаю лишнюю красочку. Почему я это делаю? У нас свет падает сверху, поэтому облака сверху кажутся темнее, светлее наоборот, а снизу темнее. Добавила сюда тень, рисую еще облако, маленькое, поправлю, вот такую форму сделаю. Распределю, чтобы у меня было более равномерно. Возьму теперь розовый цвет и добавлю снова вот здесь. К низу также добавляю по насыщеннее цвет.
Возьму коричневый цвет и закрашу в корзинку. Вот таким полупрозрачным пока цветом я ее закрашу. Буду дальше рисовать облака. Нарисую еще вот здесь такое облако побольше. Вот таким движением я рисую, чтобы краска равномерно ложилась. И вот здесь еще облако добавлю. Вот здесь добавлю тени по насыщеннее цвет. На все облака добавляю так цветом. Когда они высохнут, они будут очень замечательно выглядеть. Возьму чисто красный цвет прямо из палитры. Не красный, розовый. Этот цвет называется кармин. И вот такими точечками поставлю там, где у меня мокро. Хочу добавить насыщенности нашему сердечку, так как у нас акцент на него. Добавлю вот так цветом. Вот так у меня получилось. Теперь я дала просохнуть. Вот что у меня получилось. Очень красивое сердце получилось, но мне не хватает насыщенности. Поэтому я беру и накладываю этой полупрозрачной красочкой вторым слоем. Он немножко выровняет первый слой и добавит нам тональности. Сделает сердечко более выразительным. Наш воздушный шар. Облака очень красиво высохли. Посмотри, какие они замечательные, живые. Вот такое сердечко у меня уже получилось. Вот теперь мне насыщенность пока нравится. Теперь я еще нарисую корзину вот так. Сделаю насыщенный цвет только по краям, чтобы у нас получился объем. Оставлю пока наш воздушный шар в покое. А вот здесь я хочу написать слово «люблю» на нашем русском языке. Сотру, нарисовала крупноватую букву, чуть-чуть помельче их нарисую. Единственное, нужно рисовать очень-очень тонко, едва уловимо. Если получилось толсто, вот так вот сделай, сотри немножко. Самое главное, ты видишь, где ты нарисовал. Теперь я беру розовую краску, разведенную, и начинаю острым кончиком аккуратно рисовать прямо много-много этой краски разведенной. Начинаю писать буквы. Я пишу с конца, потому что я левша. Если ты рисуешь правой рукой, то ты будешь рисовать сначала. Для чего я делаю? Чтобы у меня под рукой не было букв, которые я только что написала, иначе я их размажу. Такая открыточка получится замечательная. Такой открыточкой можно поздравить всех, кого ты любишь. Я думаю, что им будет очень приятно. Первую букву я сделаю побольше. Заглавную. Ну вот, я написала слово «люблю» розовым цветом. Теперь я возьму голубой
И вот так буду вливать в наши буквы, которые у меня получились, чуть-чуть голубого цвета. Краска смешивается и дает плавные переходы. Вот так у меня получилось красиво. Вот, теперь я снова дам просохнуть этому всему. Вот что у меня в итоге получилось. Очень нежное слово «люблю». И вот такой воздушный шар. Воздушный шар я доработаю гелевой ручкой. Обвожу корзину полностью черным цветом и рисую на ней вот такие реечки. Корзина у нас сплетена, поэтому и к воздушному шару я рисую ниточки. Вот так. Хочу еще немножко обвести в нижней части воздушный шар, акцентировать. Я делаю только в нижней части, не обвожу его полностью. Вот так. Ну, еще я сделаю в верхней части, там, где у нас углубление, также вот такой вот акцентик. Вот такая открытка у меня получилась. Замечательная, легкая, нежная. Я думаю, что у тебя тоже все получится, так как сделать ее очень просто. А на сегодня все. До новых встреч. Приходи к нам на уроки. Пока-пока.